Я голодная, а Егор, ты какой-то недотраханный сегодня. Ох, повеяло средневековьем. Да, Егор, мы с тобой basic white bitch. Военные флешбеки, да, у Кристинки сразу? Привет, меня зовут Кристина Вазовски, мне 24, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Лондона. А меня зовут Егор Егоров, мне 37 лет, я психолог, я мужик, я лысый и я с Кубани. А вы слушаете «К тебе или ко мне» — секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда. Вообще, я, конечно, не из Лондона, а сейчас я нахожусь во Флоренции. Вчера я была в Неаполе, в монастыре, куда ушла после того, как меня бросил мужчина. В Венеции. Это чисто апдейт вам с 2 недель, ребят, если вы Кристин, соскучились. какая-то средневековая история у тебя выходит, извини, конечно. В целом, и как и тема нашего выпуска сегодня, довольно средневековая. Ты думаешь, что тема нашего сегодняшнего выпуска заперта в келье? Как ты? Мне кажется, что тема нашего выпуска морально устарела. Но, возможно, я так говорю из зависти и жалости к самой себе. Кристиночка, объявите, пожалуйста, тематику. Итак, дорогие слушатели, мы поздравляем вас с Днем всех влюбленных. И поговорим мы про этот прекрасный и ужасный праздник сегодня. Да, вот Кристиночка сначала его обосрала, а потом всех поздравила. В преддверии 14 числа почти невозможно, Кристиночка, забронировать столик, отель, а уж тем более дату бракосочетания. Так сказать, повышается спрос на цветочки и презервативы. Так здорово, Егор, что это не наша с тобой проблема, правда? Абсолютно точно. Не твоя, не моя. Что Нам есть, не то есть. нужен ни столик, ни отель, и тем более бракосочетание, ни цветочки, и Ни даже презервативы. Вот. Так что да. Потому что секс с самим собой самый безопасный секс в мире. Согласна, Егор. Призываю заниматься им побольше всех наших слушателей. Но только все равно консеншал. Кристиночка, ну скажи мне, пожалуйста, как тебе кажется вообще, откуда столько веселого хайпа по поводу 14 февраля? Откуда вообще произошла эта вся история, ты знаешь? Давай сначала дам тебе небольшую историческую справочку, Егор. И ты поймешь, и наши слушатели все замечательные поймут, дорогие, любимые, мою идеальную отсылочку в самом начале. Есть несколько версий, но я расскажу тебе те, которые понравились мне. Давай. Версия номер 1. В позднее Средневековье правил один римский император – Клавдий II. И вот как-то Клавдий обнаружил, что войны недостаточно ожесточенные, и все так и норовятся вернуться домой. Что, почему удивительно, да, Егорушка? Это большая трата человеческих ресурсов вообще. Как это можно неожесточенно бороться, воевать? А все почему они хотели вернуться? Потому что дома их ждали семьи. Тогда-то Клавдий решил действовать радикально и запретил любовь. Что-то мне это напоминает. А именно браки. Если бы я правила, мне кажется, это был бы первый мой указ сейчас. Благо, нашелся добрый христианский священник Валентин, который тайно стал венчать влюбленных, за что и был обезглавлен 14 февраля. А есть и вторая версия, Егор. Так. Считается, что День Святого Валентина был навязан церковью, чтобы запретить празднование древнеримского языческого праздника плодородия. Во время этого праздника приносили в жертву коз и собак, а мужчины бегали по городу без одежды и стягали всех ремнями из шкур животных, особенно женщин. Те охотно подстраивались под удары, так как они пророчили плодовитость и легкие роды. После ритуала начинался пир. И что? Правильно. И оргия. Кристина, давай так. Первое. Император Клавдий II мне вообще как-то не улыбается. Вот что-то не нравится мне его вот эта вся история. Вторая версия. Мне тоже не то чтобы сильно нравится, потому что не надо убивать животных, а особенно собак. А вся остальная часть довольно интересная. Такие глубокие у тебя комментарии, Егор, просто искусствоведческие. Искусствоведческие, да. Вот с этими всеми вот интересными БДСМ обычаями, вот этими всякими разными оргиями. Ох, повеяло средневековьем. Хорошее было время. Нет. Так, Егорушка, давай вернемся в наши дни. Как ты вообще сам относишься к этому дню? Ты знаешь, Кристин, что я обычно делаю в этот день? Я раздеваюсь, беру ремень. Беру козу, беру собаку. Собак своих не беру трогаю. женщину, стягаю ее ремнем. Выбегаю на улицу, всех, кого встречу, всех отпизжу. В целом, примерно этим занимаются все сильно пьющие мужчины по выходным в барах. Как я отношусь к этому дню? Если честно, равнодушно. Я довольно равнодушно отношусь ко всем праздникам, включая Новый год, еще что-то. Единственное, что я приемлю, это мой день рождения, потому что на мой день рождения меня все поздравляют. Я не очень доволен, что там цифра прибавляется, возраст, а остальное все окей. С 14 февраля, конечно, очень забавная штука. Лишний повод что-нибудь кому-нибудь купить. Ну, знаешь, такое, как бы я как будто обязан. Я очень романтичный человек, как вы уже заметили. Прям я хотел бы сам с собой встречаться.
У нас был бы идеальный роман. Мы бы друг другу не ебали мозг. А ты, Кристиночка, может быть, у тебя есть какая-то трогательная история? Тебе в школе валентинки дарили? Нет. И мне не дарили. Знаете почему? Потому что я старый. Тогда еще никто не знал про Святого Валентина. Нет, мне в школе не дарили валентинки. И я ни разу в жизни ни с кем не отмечала 14 февраля. Не забудь сказать еще про свой день рождения. Еще через 3 дня после 14 февраля, 17 февраля у меня день рождения, и я ни разу не отмечала вместе с партнером свой день рождения, и ни разу я не отмечала ни с кем ни Новый год, ни день рождения, ни день Святого Валентина, потому что все мои отношения заканчиваются где-то типа в конце ноября, в середине декабря, и начинаются новые всегда где-то около марта. Ну, Кристиночка, что тебе сказать? Клавдий 2 был бы тобой доволен, ты хороший воин. Да, то есть один раз мои отношения, они как раз наложились вот на 14 февраля, 17 вот это все, Ой, как подозрительно. но мы как-то так Ну, ты адово выкрутились, да, из поссорились. ситуации? Но мы так адово поссорились, я куда-то уехала. Ну, короче, что физически мы не справляли ничего вместе. Мне подарили подарок на день рождения. Там было все как-то вообще не так. То есть так, чтобы мне хотя бы, не знаю, там подарили цветочки, сказали, любимая, с праздником, попытались бы забронировать столик хоть где-нибудь. Нет, такого никогда не было. Кристиночка, что я тебе хочу сказать? Вероятно, придется мне в очередной раз выполнить не сильно интересные мне обязательства по дарению чего-нибудь и на 14 февраля заказать тебе букетик Флау-Вау. Флауау — это маркетплейс цветов и подарков, где ты можешь заказать подарки или цветы от 1000 локальных магазинов из 950 городов мира. Можно использовать удобное приложение или сделать заказ через сайт. Поэтому я надеюсь, что Флоренция там тоже есть, и я буду очень рада получить букетик от тебя, Егор, или от вас, дорогие слушатели. Пожалуйста, можно мне кто-нибудь что-нибудь? Ну, блин, я многом прошу. Попрошайничество Ну, типа... цветов началось, а? Смотри, сначала мы давим на жалость тем, что, значит, меня никто не поздравляет, ничего мне не дарит, ни на день рождения, ни на 14. А ты вот взяла бы и через Флау-Вау бы заказала мне в Кубань, так сказать, цветы, а? Давай я тебе в Кубани, ты мне во Флоренцию. Зараза. Ну, обменяемся. Типа, по промокоду секс10 у нас будет 10% скидка с тобой, Егор, на доставку Господи, друг прекрасно. к другу. Мы полностью извратили сценарий интеграции сейчас, дорогие друзья. Это даже не ради интеграции, а я, правда, Флауау постоянно пользуюсь для того, чтобы кому-то что-то отправлять в разные города. И я, хочу, чтобы кто-то что-то отправил мне. Ну, ребята, меня бросил мужик в нашей романтической поездке по Италии на первой неделе из 3 предоплаченных заранее. Хорошо, что не тобой. Мужчины не жалеют на меня денег. Он предпочел потратить 200 000 рублей, лишь бы не провести 2 недели со мной. Поэтому кажется, что мне нужна некоторая моральная цветочная поддержка. И если вы готовы мне ее оказать, я здесь рядом. Ну, друзья, как вы понимаете, против такой манипуляции мало кто устоит. Кристина, тебе придется скинуть адрес куда-нибудь там в Инстаграм, что ли? Как только вы послушаете этот выпуск, я вам дам адрес в моем Инстаграме @Крис Вазовский. Если вы хотите что-то куда-нибудь мне отправить, отправляйте мне что-нибудь. Я вам не дам свой адрес, но вы все равно заходите в мой Инстаграм, _чай. Что еще удобно про приложение? Там можно поставить важные даты, например, 17 февраля, мой день рождения, в календарь. И заказать на него не только цветы, но еще и подарок, потому что Флау-Вау доставляет еще и подарки. Да, отлично. Вот. И я ни на что не намекаю, но вот у меня скоро Я день прямо рождения. говорю. Я повторила 6 раз. 17 февраля, Кристина, адрес скажет в Инстаграме, вам будет ждать Секс10 подарок. промокод, да, сайт Секс10 Флау-Вау. с большими английскими буквами, промокод Флау-Вау, ссылочка в описании. Еще там будет 8 марта, 17 февраля, 14 февраля. Принимаю в рандомные дни. Как можно проверить, что Кристина получит именно потрясающий тот подарок, букет или не букет, который ее порадует? Это перед доставкой исполнитель пришлет вам фото товара на одобрение. И можно попереписываться напрямую с исполнителем по встроенному чату. Это очень удобно. И многие штуки можно заказать за 40 минут, они приедут. И это классно. Так что ни на что не намекаю, но намекаю. Кристиночка, давай обсудим, что по подарочкам вообще? Давай классическая наша любимая концепция теоретизирования. Давай теоретизировать, давай, это Да. мне нравится, вот это хорошо. Кого уместно поздравлять и как, и что вообще дарить, а что не дарить. Обязательно ли валентинки?
Да мне кажется, похуй. Если iPhone подарился, это лучшая Валентинка, это iPhone. Купи ужасный вот этот пакетик целлофановый с сердечками и зайчиком, и нормально. Главное, что в него положить. Такая немножечко материально интересующаяся у нас сегодня Кристина Вазовский, ну, как в целом всегда. Давай прочтем по этому поводу историю. Мой бывший всегда знал, какие цветы я люблю. Такие розочки маленькие, но всегда покупал мне ёбаные корзинки с цветами, которые похожи на ромашки, и еще их красят постоянно для этих композиций цветочных. Однажды подарил корзинку с цветами в виде личика с глазками, носом и ртом. Такое уродство. А на 14 февраля очень часто дарил конфеты, хотя знал, что я постоянно настойчиво стараюсь бросить сладкое. В другой раз подарочный набор в маленькой розовой ванночке, который состоял из крема для рук, скраба для рук и малиновой блестящей пилочкой для ногтей. В общем, у него была куча неудачных подарков, и самое грустное, что всегда приходилось улыбаться и радостно их принимать, какое бы бесполезное говно он бы не дарил. Очень благодарная девушка. Сестра, I feel your pain, но поверь мне, в ванночке с кремом улыбаться гораздо легче, чем дешевые подставки для вина в виде осьминога. Поверь Я мне. только хотел сказать, да-да-да, это моя любимая история, вы можете ее послушать в прошлых выпусках, мы, к сожалению, не помним в каких. Но кто помнит, ребят, в нашем, кстати, чате, между прочим, у нас же есть чат, записывайтесь, мы там всякие вещи обсуждаем. Слушай, ну да, но осьминог — это прелесть, и мой любимый другой подарок на день рождения, правда, мне был, это, конечно, собранный из металлических всяких каких-то болтов, шурупов и прочей фигни чувак, бегущий по беговой дорожке. Мой просто друг решил, что, ну, ты же сейчас спортсмен, на спортзал ходишь, вот, видишь, тебе подходит. Она до сих пор валяется у меня на чердаке, я не знаю, что с ней делать. Мне дарили лава-лампу. Лава-лампа Да. моя. Лава-лампа. это Блин, да. я не знаю, что не так, они осьминогу. милые, ну, правда. Ну да. Ну, ты поставила ее себе на прикроватную тумбочку? Мусорку. На Поставила я себе что? мусорку. Мусорку я себе Поставила себе в поставила. мусорку. А ты поставила себе на прикроватную тумбочку, съела батон и занялась сексом. Я голодная, а Егор, ты какой-то недотраханный сегодня. Я не то, что я не натраханный. В смысле, У сегодня? меня 7 месяцев секса не было. Ага. Мне уже все равно. Какой там секс? О чем ты? Не натраханный. Блин, обожаю профайлы ведущих этого замечательного секс-подкаста. Как бы импотент и брошенка. С чего вдруг я импотент, блядь? А давно Я очень проверяли хорошо с обратное. собой сексом занимаюсь. Да. Ну хорошо, брошенка и брошенка. Давай так. Вот, это поточнее. Да ладно, я сама ушла от предыдущего мужчины. Да, да. Да-да. Короче, Кристин, 2 короткие истории еще. Без хэппи-энда. Для тебя специально подготовил я. Хочешь? Супер, классно. Давайте тоже, если вы не считаете этот праздник каким-то достойным внимания, но в глубине души исключительно потому, что вам с ним просто очень не везет, как мне, то давайте обнимемся. Напишите мне в Инстаграме, что вы со мной, а я И напишу подарим вам, друг что другу я с вами. цветы у нашего И спонсора. подарим друг другу цветы у нашего спонсора или с нашим спонсором. Да. У нашего спонсора. Давайте. И 2 мини-истории без хэппи-энда, как мои все истории. История моей подруги, не моей, тут так написано. Очень давно, когда мы были студентами, она решила устроить романтик для своего парня. Свечи, роллы, музыка. На утро она пришла с перебинтованной рукой. Оказалось, что они начали ругаться, и она смахнула свечку прямо на подушке. Тушила руками. Это очень важный был момент. Ребят, обратите внимание. История начинается с того, что это история моей подруги. Это не я. люблю как бы такое. так. Вторая. У меня есть охуенная история. Встречалась с парнем несколько месяцев. 13 февраля спрашиваю, какие у нас планы на 14 февраля? Он не отвечал сутки. Опа, это Кристина, подруга, наверное, писала, да? Как бы подруга. Вечером 14 февраля сказал, что у него отравление и предложил встретиться 15-го. Я надела чулки, так как ждала секса. В итоге он со мной расстался, а я как ебанутая замерзла в этих чулках. Военные флешбеки, да, у Кристинки сразу? Когда меня поддерживали сейчас подружки, они мне скинули гайды из канала Сливы курсов. Они мне скинули гайд по тому, как найти путь к сердцу мужчины через член. И Подожди, раньше там- через желудок было. Да, ну теперь, ну, в Господи, как 2022. быстро все меняется. И там- Кристининому сердце можно через желудок найти. Подходик. Мгм. И там была такая фраза, что главная сексуальная фантазия мужчины — это секс за деньги. И я сейчас думаю, Егор, хотел тебя спросить... Серьезно? Да, там было такое. И я хотела тебя спросить, вот то, что я своему итальянскому чуваку, хотя мы договорились 50 на 50, не плачу денег за квартиру и так далее, это является реализацией его сексуальной фантазии?
или нет? С одной стороны, да, с другой стороны, у тебя есть an excuse, потому что ты обижена. Ну да, супер. Блин, реалити-шоу. Короче, объясним, в чем концепт. Меня бросил мужчина. Если вы еще не поняли просто. Да, если вы вдруг не поняли, меня бросил мужчина. Ну, типа, я так чисто, да? Меня бросил мужчина. Во-первых, как какой-то мужчина мог меня бросить? Блядь, господи, не начинай так. Тебя бросил мужчина, дальше. Ладно, меня бросил мужчина. Туда не будем скатываться, классическое. Но, да, меня Кристина, бросил... подожди, я хочу уточнить. А что с тобой сделал мужчина? Так получилось, что он бросил Бросил, меня, да? блядь. Ага, интересно. Да, бросил мужчина. Ребят, позадавайте Кристине вопросы, пожалуйста, в Инстаграм. Как ее бросил случилось, мужчина? Что Кристина? случилось, Кристина? Да. Кристина, что случилось? Короче, вот меня немножко до хрена бросил мужчина, и я уехала во Флоренцию от мужчины, который тоже поехал Который во тебя Флоренцию. бросил, да? Который тоже поехал во Флоренцию. Совпадение двух городов не нашлось. Сразу. Ну ладно, не суть. Это другая еще история. Да ладно, ну я просто Флоренцию знаю, люблю, хорошо? Так. Это совпадение. Ну, короче, жесты широкие, вообще моя сильная сторона. И я решила, что я хочу побыть наедине с собой, прожить эмоции, вот прислушаться к себе, и чтобы вот, ну, типа, не забывать вот эту боль чем-то, а прямо и с ней побыть и ее прожить. Это я так думала вчера, а сегодня... Душеугодное мероприятие, так сказать, провести. Да, душеугодно. Это так я думала вчера, а сегодня я поняла, что это полная хуйня, и мне срочно нужен член. Поэтому ты открыла Тиндер местный. Для этого я открыла Тиндер. Ну, про член как-то Что грубовато. важно, местный. Местный Тиндер, ребята, это вещь хорошая. Я сразу там разгрустила, если честно, как только его открыла. Потому что Хорошие там мужики всё- в Италии, красивые. Уф, Егор. Мгм. Уф. Егор, вот что можно сказать. И сматчилась я с некоторым Озаном. И Озан, Егор, как ты прокомментируешь внешние данные этого молодого человека? Конвенционально красивый мужик. Прям такой, прям да. Темненький, носатый, ну, короче, все там хорошо. Вот сейчас я должна после записи сразу пойти на свидание, и он должен выбрать место. Он спросил там, типа, у железнодорожной станции, да или нет. Он говорит, только вчера прилетел, типа, ездил на выставку. Тут я смотрю, захожу в Тиндер и понимаю, что он в 1500 километрах от меня. И я думаю, это глюк Тиндера, или это замачились мы вчера, когда он был во Флоренции, а сейчас он где-то не во Флоренции, и мы с ним договариваемся на свидание. Вот мы с Кристиной тут перед записью сидели и гадали, получится ли все-таки сходить на свидание после нашей записи. Или Кристине придется ехать куда-нибудь, откуда он, ну не знаю, в Турцию какую-нибудь. Он, значит, должен скинуть Кристине локейшн, где они должны встретиться. И вот мы сейчас гадаем, что же там-то за локейшн, где это на каком-то хотя бы континенте вообще нас интересует этот вопрос. Блять, он ответил вопрос, окей, maybe around train station. И как бы это, конечно, очень здорово, потому что train station какой-то. Ну, видимо, я останусь еще в некоторой А неизвестности. ты что, не ещё. хочешь у него спросить, как называется train station? Или какая-нибудь соседняя улица? Давай сейчас скину свою геопозицию. Что, ты не можешь спросить? В какой ты стране? А почему не можешь спросить? Слушай, у меня просто Тиндер показывает, что ты от меня Я могу 1400 спросить. километров. Мы о какой train station говорим? Кунцево, блядь. А нет, 1 километр снова стал. Фу. Слава богу. Ребят, стал 1 километр. Встречи быть. О, Господь, потому что если бы вот... Знаешь, что может быть? У него может быть Tinder Gold, и он смотрел просто другие страны. Когда там было 1500 километров, я подумала, что это в целом просто отличное показательное, ну, типа, всех моих отношений, что есть какие-то ожидания, а реальность 1500 километров от меня. Кристин, да давай вернемся к дню всех влюбленных. Да, извините. И Извините, пофантазируем. Пофантазируем. Ну, я расскажу вам в следующий раз, как прошло или не прошло свидание с Азаном. Пофантазируем давай, Кристин. Как бы прошел наш идеальный день всех влюбленных? Не бы проснулась совместный, не умоляю одна. только. Знаешь, наш совместный идеальный день всех влюбленных прошел бы друг без друга, кажется. Кстати, да, хорошая идея. Я даже не хотел бы находиться с Кристиной в одном помещении, то есть в одной каком-нибудь Airbnb. Хотя почему? Я уже находился с ней в одном Airbnb, когда она в одной из комнат занималась страстным горячим сексом. И вы знаете, то ли там хорошая звукоизоляция, то ли секс не очень горячий. Я ничего не слышал. Блин, Егор, мы жили с моим мужчиной и с тобой. Это так замечательно было. Да, очень странно, очень странно. Двое любимых мужчин. А что, тебе плохо было, что ли? Да нет, мне как бы прекрасно. Ну вот и как, всё. как мне может быть плохо? Я вас видел 20 минут за ужином. О, извини. Так, ты проснулась бы не одна. Мгм. Уже неплохо, я считаю, уже можно заканчивать. проснулась. день уже. Я Хорошо. проснулась не одна. Я проснулась с любимым человеком. Так, И, конечно, меня разбудили поцелуями. куда?
в шею и нежным шепотом на ушко: «Любимая, завтрак готов». И мне принесли сразу завтрак в постель, и там были бы фрукты, и круассаны, и черный кофе, и бокал просекко, потому что я Ты с утра будешь бухать алкоголичка. весь день? Да, я с утра Господи. начну пить. Я была бы настолько на эмоциях от сюрприза, неожиданности, что начался бы секс. Да не была бы ты никаких эмоций от сюрприза и неожиданности. Если бы у тебя был такой мужик, который тебя так делает, то он бы так делал каждый день. Я знаю, ты бы его заставила. Начался бы секс, Так. и вот после секса мы бы ели этот вместе завтрак вместе в кровати. Нет, это неправда. Ты бы сначала все съела, а смысле потом бы неправда? начался секс. Егор, это О, простите, фантазия. прости, пожалуйста. Да, я очень извиняюсь. Давай так. От этой фантазии до реальности не хватает Это мужчины, завтрака, секса. Они тоже там ты все съела бы, да, как бы? Да. Ты вот, блядь, как те люди, которые говорят: «О, Господи, а вот эти черные, типа, не бывает там, не знаю, черных ролей в исторических фильмах, почему он черный, если там были только белые люди, а то, что, блядь, там феи и вампиры вас не смущает». Вот то же самое, Егор. Это настолько сказочная история, Согласен, что, что пожалуйста, не нужно в принципе делать проснулась ты с феей комментариев. и вампиром с утра. И как бы это бы... Да, то есть как бы разница, проснулась я с феей и вампиром, либо у меня есть мужчина, который меня будет поцелуем. Говорит: любимая, 14 февраля, как бы нет. Нет, да. Нахуй, одно и то же. Будет тебя фейхуа с утра и говорит: любимая, с феем и вампиром тебя. Ну а потом там был бы, конечно, мне бы подарили бриллиантов. Не Зачем? знаю почему. Куда ты их Не наденешь? знаю. Во Флоренции есть, куда носить? Ну ладно, окей. Ну, короче, подарили В мне Неаполе какие-нибудь вот не такие- стоит. Да, в Неаполе лучше не надо. И потом мы пошли бы просто гулять по городу, пить и смеяться. А вечером у нас был бы какой-то супер романтический ужин в супер каком-то фэнси дорогом месте, где до ужина мне подарили какую-то очень дорогую ненужную хрень из камней драгоценных. Подожди, я сейчас угадаю. Можно я угадаю, пожалуйста? Да, давай. Это бриллиантовый осьминог для держания вина. Ну, то есть, реалистично, если бы это была бы моя жизнь, это был бы бриллиантовый осьминог для держания вина. Но в моих фантазиях, конечно, это было бы какое-нибудь колье или кольцо. И потом мы пошли бы в ресторан, пили бы и ели, вау. Опять бухло, да что ж такое? Потом мы бы вернулись домой и занялись бы невероятным жарким сексом, а потом у нас был бы какой-то очень глубокий диалог. Ну, в общем, Диалог был глубокий бы. Да. Короче, что здесь можно как резюмировать? Что я У тебя это было the на прошлой most неделе. basic- Почти что так же, the но most только... basic white bitch. Вот. Подожди, можно вопрос тогда? Ну просто Да. все, что ты описываешь, за исключением Мгм. бриллиантов и гуляния днем, это, в принципе, и мой идеальный день всех влюбленных. Мгм. Я что, тоже basic white bitch? Basic white bitch. Да, Егор, мы с тобой basic white bitch. Вот почему мы с тобой дружим. Мгм. Понятно. Вот поэтому я отказываюсь притворяться, что мне все равно, что я одна в этот праздник, мне не все равно. Я отказываюсь притворяться, что у меня есть какие-то интеллектуальные потребности. Нет. Я отказываюсь притворяться, что у меня есть вкус. Нет вкуса, у меня тоже нет. Нет, Я ну вкус у тебя хочу- есть, что ты врешь. Не КВН там, видимо. Ну, короче, я хочу самых пошлых, блядских вещей. Ванночку с солью для ванн? Ванночку с лепестками роз мне тоже подходит. Вот что насчет тебя, Егорушка? Кроме прогулок пешком, потому что мы помним, что ты не ходишь. Я хожу, просто не люблю этим заниматься. Хотя, опять же, смотря в какой компании, смотря где ходить. Я бы с удовольствием бы походил по берегу моря. То есть, в принципе, начало твоего дня — это прям абсолютно то же самое, что было у меня в моих фантазиях. Только я просто потом бы не вставал. Чего вот это ходить куда-то еще, калорий разгуляешь, не дай бог. Зачем это нужно? А вечерком? Да, наверное. Да, хотя нет, может, с другой стороны, понимаешь, я хотел сказать, просто с одной стороны, вроде целый день в кровати валяться как-то скучненько. С другой стороны, я так редко валяюсь в кровати целый день, только когда болею. Мгм. А вот так, чтобы, понимаешь, вот валяться голым, заниматься любовью, радоваться жизни и никуда не ходить, не работать целый день. Прелесть. М? Вот у меня 4 дня назад такое было примерно. Только ты была в депрессии? Нет, еще до депрессии. До депрессии. Ну все, дорогая, ты отработала свой 14 число заочно. Заранее, точнее. Заранее. Все. У нас есть история. Давай ты ее прочитаешь, а то я сегодня все читаю. Всегда странно относилась к этому дню. Все время радовалась, что вокруг все такие милые, но и себя пожалеть не забывала. Но последний день Святого Валентина 21 года был особо запоминающимся. У меня на тот момент был постоянный партнер. Ну, как постоянный, мы 2 месяца спали. И я решила впервые за 2 года взять отпуск.
и 14 февраля улететь с подругой в горы на неделю. Супер! Супер. Но тут приходит партнер и говорит: поехали на тематическую вечеринку в честь Дня Святого Валентина. Потусим 1-2 ночи и домой, а утром в аэропорт. 1-2 мы ночи поехали. до вечеринки? Типа Интересно. хорошая вечеринка, Тематическая да? секс-вечеринка 1-2 ночи. Мы поехали. На вечеринке, подвыпив, он решил меня закружить в объятиях. Отличная идея. Я вешу на килограмм 7-10 больше него. И уронил. Ой-ой-ой. Я ударилась головой, пробила затылок, все в крови, скорая, О, больница, Господи. 3 шва на затылке на живую, неделя отпуска дома с сотрясением вместо горы сноуборда. Шрам остался как напоминание о том, что отмечать День Святого Валентина мне нельзя, как и спать с теми, кто меньше меня в габаритах. О, Господи, Кристина, ну, что тебе сказать? Мне кажется, мои, уж тем более, и даже твои истории здесь ни в коем сравнении не идут. Как говорится, иногда лучше отсутствие истории, чем их наличие. Это точно. Отсутствие плохих новостей тоже хорошая новость. Это теперь мое главное кредо. Кристиночка, а расскажи, пожалуйста, может быть, ты знаешь какие-то специальные, ты во многих странах побывала, какие-то специфические способы празднования 14 февраля в других, так сказать, заграничных территорий? Вероятно, они есть, но как человек, который никогда не праздновал 14 февраля, мне сложно присоединиться к этому глубокому знанию, потому что не празднуют везде одинаково. Все счастливые семьи счастливы одинаково, все несчастные несчастливы по-своему. Ну вот это вот все Кристина, в только случае это всё наоборот. да. Да, Но вот- есть миленькая вот заметочка. Точно так, только все наоборот. Есть тут миленькая заметочка, так сказать, привет из прошлого. В средние века, Кристиночка, чтобы ты знала, юноши и девушки тянули из чаши листочки бумаги с предсказаниями имен своих будущих Валентинов и Валентин, а потом неделю носили их прикрепленными к рукаву. Я надеюсь, бумажки, а не людей. В английском есть выражение to wear your heart on your sleeve. Буквально носить сердце на рукаве. Если так говорят о вас, это значит, что другим людям очень легко угадать ваши чувства. О, у меня такая, знаешь, типа огромная Валентинка, транспарант. И мне обидно, и я злюсь. Ребят, если вам тоже одиноко 14 февраля, и вы хотите провести это время с кем-то, вы можете провести его со мной. И у меня есть идея подарка для вас, для себя, для вашего краша, Для вашей крашихи. для вашей крашки. Как хотите, так и называйте. Несколько раз нам приходили истории про то, как парочки заводили свой общий подкаст. Для себя, для друзей или для большой аудитории. И мне кажется, что это очень крутая идея и необычный совместный опыт, который точно расскажет вам что-то новое о вас. 15 февраля у нас в студии Толк начинаются курсы «Подкаст плюс комьюнити» и «Подкаст мастерская». Это 3 недели, по итогу которых вы 100% сделаете новый подкаст или прокачаете имеющийся. Для этого вам нужно только желание делать что-то новое, телефон и ноутбук. Если вы, конечно, не делаете его вместе, не расстайтесь к тому времени. Будет как много творчества и общения, так и удобные короткие лекции в формате подкастов, структурированные конспекты и конкретные механики. А в честь Дня всех влюбленных мы решили сделать для вас специальную акцию. Если вы покупаете любой из наших курсов, то второй курс для партнера или партнерки вы можете купить со скидкой 30% по промокоду «Любовь к тебе». А если вы хотите купить только один курс, то по промокоду «Любовь ко мне» вы сможете получить скидку 10%. Промокоды активны до 22 февраля 2022 года. Все ссылки мы оставим в описании к выпуску. История. Финальная и добрая. Все было отлично. Мы сходили в ресторан, продолжили романтический вечер дома, и ничего не предвещало беды. Вот только ночью лопнул стояк. Странно, вы поехали в скорую, я надеюсь? Ха-ха, не смешная шутка от меня теперь. Вот только ночью лопнул стояк, проходящий через нашу квартиру. И у нас плавала вся квартира. Мы затопили соседей на 2 этажа вниз. Вот этот опыт нас сблизил больше ужина и всего остального. У нас вот с Егором был похожий опыт, Да. когда мы приехали в Питер в Airbnb в квартиру, и ночью у нас прорвало, да, трубу прорвало. Да, и залило соседей снизу. Залило соседей снизу, но в этот момент, я сейчас абсолютно серьезно, у меня проснулись какие-то невероятные новые глубины чувства благодарности к Егору, который не разбудил меня, и я спала сладко до утра, и обо всем этом пиздеце узнала из там типа аудиосообщений Егора. Я сначала ему не поверила, потому что ну как я могла пропустить типа вот этих всех соседей,
злых, Там аварийку, приходили вот это несколько все. человек соседей, Да. 4 мужика из аварийки. Да, ну то есть Мы там Егор с ними решал все эти ругались, я их вопросы. орал, говорю, так, ну пошли все вон, я хочу спать 2 часа ночи. Ну, короче, Егор разрулил все вопросы с этой аварийкой, с соседями и так далее, пока я сладко спала. Как бы вселенная Егора. Там ночь, протечка, решаем вопросы, орем, соседи, Петербург. Вот это все. Я просыпаюсь утром в шикарной квартире. Ничего, вообще ничего не произошло. Ничего. Сообщение Я от думала, что Егора, да, Егор, такое, Кристин, тут, Да. короче, трубы, вода не работает, ты в туалет пойди в ресторан. Да-да-да. И я думала, что Егор шутит, пока на самом деле там типа не пошла, не проверила, потому что, ну, как возможно, что я пропустила 10 орущих человек у своего носа? Оказывается, легко, ребята. Поэтому, знаешь, я тут подумала, что теперь давать свой адрес со знанием таких особенностей моего сна не совсем дальновидно. О, да, слушай, веселая была ночка. А еще, знаете, вишенка на пироге, что Кристина не поверила мне, пошла утром в туалет и слила, сука, из бачка последнюю воду. И когда я проснулся, я уже не мог туда пойти. Я ненавижу с утра выходить из дома. Мне нужно сначала позавтракать, а потом выйти из дома. А ей все равно, она может позавтракать в ресторане. Максимально интимные подробности нашей жизни, прямо как бы такие прямо сочно-физиологичные. Сочно-физиологичные, да. Ну что, ребята, мы поздравляем вас с Днем Святого Валентина. Да, мы Уху! очень-очень вас поздравляем. Мы надеемся, что наша ирония в этом выпуске никого не обидела. Кристиночка, с Днем всех влюбленных, зайенька моя, я тебя люблю. Я тебя тоже люблю, котик. И с наступающим тебя днем рождения. Я надеюсь, что когда этот выпуск выйдет, мы узнаем, что в этот самый прекрасный день тебе хоть кто-нибудь, хоть что-нибудь подарил. Вы помните, да, промокод FlowWow, ссылка в описании. Промокод SEX10 во FlowWow, ссылка в описании. Целуем, пока. Пока.